Статья «Модель фасциальных дисторсий» Георга Харрера в сборнике «Фасция. Натянутая сеть человеческого тела. Научные основы и клиническое применение в мануальной и двигательной терапии» под редакцией лидеров Fascia Research Society Роберта Шляйпа, Томаса Финдли, Леона Чейтова и Питера Энга. В введении доктор Харрер сообщает, что фасция, соединительная ткань, является транспортной системой, через которую происходит обмен веществ в окутываемых ей тканях организма и ключевым источником проприоцептивной и ноцептивной информации. На основании этого он делает вывод, что изменения в фасции имеют место при любом патологическом процессе, манифестирующем болью и нарушением движения. Далее Георг традиционно раскрывает тему экспертности пациентов в своей проблеме и игнорирования этого факта врачами конвенциональной медицины. Он пишет, что для последних жалобы пациента это повод назначить определенное обследование, в результатах которого они будут искать источник боли. И с отсылкой на два исследования снова акцентирует, что изменения в тканях, визуализированные посредством магнитно-резонансной томографии, далеко не всегда действительно являются причиной симптомов, с которыми больной обратился за помощью. Затем доктор Харрер излагает свою версию как доктор Типальдос, неудовлетворенный результатами традиционного лечения так называемых повреждений мягких тканей, стал спрашивать своих пациентов, что они хотят, чтобы он сделал, и реализовывать их пожелания в значительном проценте случаев с очевидным положительным эффектом, и систематизировать жалобы и жесты пациентов, на основании чего пришел к выводу, что устраняет обратимые деформации фасции, которую он назвал фасциальные дисторсии, и разделил на 6 групп. В следующем разделе Георг описывает каждую группу фасциальных дисторсий. Триггерный тяж как дисторсию, возникающую в фасциальных тяжах, в группе параллельных волокон, передающих напряжение вдоль своей оси под воздействием сдвиговых сил. Доктор Харрер пишет, что в результате травмирующего воздействия между волокнами фасциального тяжа возникает продольный разрыв, они утрачивают координацию, тяж укорачивается, края разрыва скручиваются, по аналогии с зиплок-замком. Грыжа триггерной точки представляется доктором Харрером как грыжевое выпячивание, локальная протрузия мягких тканей через дефект фасции, образующую их оболочку. Представление континуум дисторсии Георг начинает с объяснения концепции непрерывности фасции. Напомню, согласно ей, ось и структуры, образованные плотной волокнистой соединительной тканью, являются продолжением друг друга. Различия между ними обусловлены количеством неорганических веществ в среде, окружающей коллагеновые волокна, которые перемещаются в области перехода в ту и другую сторону в зависимости от уровня напряжения системы. То есть этот процесс происходит каждый раз при сокращении и расслаблении скелетных мышц. Неравномерное смещение неорганического компонента в области перехода, вызывающее нарушение функции по версии доктора Харрера из-за нарушения проприорецепции, хотя скорее из-за боли, то есть сенсибилизации ноцицепторов, в ФДМ определяется как континуум дисторсии. Фолдинг-дисторсия объясняется в этом разделе статьи через представление структур, образующих капсулу сустава в виде гофрированной манжеты, складки которой деформируются при возврате в нейтральное положение после избыточного растяжения unfolding или сжатия refolding. Цилиндрическую дисторсию Георг ассоциирует с соединенно-тканной основой кожи, которая представляется им как система спиральных цилиндров, волокна которых имеют ход под разными углами, что обеспечивает эластичность кожи во всех направлениях. Спаивание волокон цилиндров или их спутывание в результате агрессивного воздействия угловых сил, нарушающие проприорецепцию, называются цилиндрической дисторсией. Ну и тектоническая фиксация представляется им как нарушение скольжения суставных поверхностей и сухожилий в сухожильных влагалищах. Видимо, именно это упоминание оспаривает Кескетан и КФД в открытом письме американской и европейским ассоциациям «Правда» 2024 года, обусловленное дефицитом синовиальной жидкости из-за иммобилизации.
в частности, по причине ограничения подвижности, вызванной присутствием в регионе других типов фасциальных дисторсий. Тут же Георг пишет, что нарушение скольжения в реберно-лопаточном суставе связано с локальным дефицитом интерстициальной жидкости, возникающим на фоне адинамии. Такое определение фасциальных дисторсий – краткий и довольно вольный пересказ содержания соответствующих разделов учебно-методического пособия доктора Типальдеса 2002 года. Дайте его прочитать представителю академического медицинского сообщества и понаблюдайте за выражением его лица в процессе. При этом, напомню, в введении доктор Харрер говорил о фасции и характеризовал ее по мотивам работ, представленных лидерами Fascial Research Society. Тем не менее, описание, предложенное тут Георгом, содержит ориентиры, которые можно верифицировать путем инструментальных исследований, ценность которых доктор Харрер так упорно и подчеркнуто отрицает. Напомню, мы с коллегой, врачом ультразвуковой диагностики Кириллом Евгеньевичем Клюевым, начали эту работу в 2020 году. Я о ней рассказывал. А в 2024 году на 8-м международном ФДМ-конгрессе в Сиэтле американские коллеги представили 2 презентации по ультразвуковой визуализации фасциальных дисторсий. С одной из них нам с Кириллом удалось ознакомиться. По его мнению, представленные ими изображения и сделанные нами имеют очевидное сходство. Но об этом никто, кроме вас, не узнает, так как их работы, насколько мне известно, не опубликованы, как, собственно, и большая часть нашей. Следующий раздел статьи доктора Харрера – диагностика фасциальных дисторсий. Здесь он снова подчеркивает ключевую роль в ФДМ-диагностике субъективного ощущения пациентом дискомфорта, о котором он сообщает жестом, и ограниченность возможностей описания дискомфорта словами, усугубляемую влиянием традиционной системы представлений о проблемах такого рода. 3 столпами диагностики Георг называет язык тела, анамнез, вероятно, имеется в виду механизм травмы, клиническая картина, вероятно, включающая жалобы и тестирование характеристик движения, и пальпацию с пометкой только для локализации дисторсий. Очевидно, что язык тела выделяется автором, чтобы подчеркнуть его уникальность и значение. А пальпация, видимо, ради сопроводительного комментария. Ниже он приводит признаки каждого типа фасциальных дисторсий, жест описания характера и специфики боли, характеристики движения в заинтересованном регионе и пальпаторные данные для триггерного тяжа, болезненность при продавливании на всем протяжении линии тяжа, начальную точку триггерного тяжа он тут не упоминает, грыжа триггерной точки, объемное плотное образование и континуум дисторсию. Очень маленький участок, очень болезненный при надавливании на него, без упоминания желатиновой капсулы и прочего. Особо отмечу, что про механизм травмы ни слова. Далее доктор Георг Харрер снова подчеркивает, что ФДМ-лечение направляется пациентам и что язык тела является универсальным и интуитивным, и от этого наиболее достоверным и ценным его указанием. В предпоследнем разделе Георг определяет ФДМ-лечение как строго ориентированные на каждый конкретный тип фасциальных дисторсий, направленные мануальные воздействия, результат которых следует оценивать сразу после завершения каждой техники. Сами техники он не описывает, но выше в разделе, в котором он характеризовал фасциальные дисторсии, им отмечалось, что HTP вправляется, unfolding исправляется осевым растяжением, refolding осевой компрессией, тектоническая фиксация исправляется после того, как устранены все дисторсии, на фоне которых она возникла, интенсивным движением, и что цилиндрические дисторсии ведут себя мало предсказуемо. В заключении он пишет, что залогом успеха ФДМ-лечения является наблюдательность и точность мануальных техник специалиста, а результат оценивается прежде всего степенью удовлетворенности пациента достигнутым результатом элиминации симптомов. А также заявляет, что согласно исследованию доктора Кристиана Штайна 2009 года, такой результат достигается в высоком проценте случаев. Вот такое научное представление ФДМ от доктора Георга